В 2021 году ВМФ России получил 4 подводные лодки и 2 надводных корабля водоизмещением свыше 500 тонн. С 2012 года в состав Военно-морского флота России вошли 35 кораблей и 18 подводных лодок, в том числе 9 атомных. Кроме того, 2 корабля и 2 подводные лодки вернулись в строй после глубокой модернизации, в ходе которой они получили современные комплексы ударного ракетного оружия «Калибр» и «Уран». В 2019 году в строй вернулся «Смерч» – малый ракетный корабль проекта 12341 «Овод». МРК был перевооружен на противокорабельный ракетный комплекс «Уран» с ПКР Х-35 вместо устаревших П-120 «Малахит». В 2016 и 2020 годах в строй вернулись Кузбасс и Вепрь, многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения проекта 971 «Щука-Б». АПЛ получили ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» вместо ракетного комплекса С-10 «Гранат». В 2021 году в строй вернулся «Маршал Шапошников», большой противолодочный корабль проекта 1155, который теперь официально стал фрегатом. В ходе модернизации БПК получил новую 100-мм арт-установку, 2 4-контейнерные пусковые установки комплекса «Уран» и 2 вертикальные пусковые установки комплекса «Калибр-НК» вместо 2 100-мм арт-установок и 2 ПУ противолодочного ракетного комплекса «Раструб-Б». Наибольшее количество боевых кораблей вошло в состав флота в 2020 году – 7 надводных кораблей и 2 подводные лодки. Кроме того, в 2020 году в состав флота после модернизации вернулась АПЛ «Вепрь». За последние 10 лет самыми многочисленными проектами стали МРК-21631 «Буян-М» и ДПЛ 636.3 «Варшавянка». Флот получил по 9 кораблей каждого проекта. Давайте посмотрим на распределение полученных кораблей по флотам. Каспийская флотилия с 2012 года получила 5 кораблей, в том числе 3 МРК, 1 малый артиллерийский корабль и ракетный корабль «Дагестан», который в 2017 году стал флагманом Каспийской флотилии. Черноморский флот получил 3 фрегата, 3 патрульных корабля, 4 МРК, 3 тральщика и целую бригаду подводных лодок, 6 ДПЛ. Тихоокеанский флот получил 4 корвета, в том числе головной проекта 20385 с ракетным комплексом «Калибр», 1 тральщик, 4 атомные и 3 дизель-электрические подводные лодки. Кроме того, в состав флота после модернизации вернулись фрегат «Маршал Шапошников», АПЛ «Кузбасс» и МРК «Смерч». Северный флот получил 2 фрегата, 2 БДК и 5 АПЛ, в том числе 1 АПЛ специального назначения. Кроме того, в состав флота после модернизации вернулась АПЛ «Вепрь». Балтийский флот получил 2 корвета, 5 МРК и 1 тральщик. Подводные лодки флоту не передавались. Теперь подведем итоги. За 10 лет в состав Военно-морского флота России вошли 53 боевых корабля. Еще 4 вернулись в строй после глубокой модернизации. На начало 2022 года 20 кораблей спущены на воду. 42 корабля находятся на разных стадиях строительства. Еще 10 кораблей готовятся к закладке. Теперь посмотрим, какие корабли могут войти в состав флота в 2022 году. Черноморский флот может получить корвет «Меркурий» проекта 20380, патрульный корабль «Сергей Котов»,
и 2 МРК «Каракурт», «Циклон» и «Аскольд». Тихоокеанский флот может пополнить корвет «Резкий» проекта 20380, ДПЛ «Уфа» проекта 636.3, АПРК «Красноярск» и тральщики Петр Ильичев и Анатолий Шлемов. Северный флот могут пополнить фрегат «Адмирал Головко», ДПЛ «Кронштадт» проекта 677 и АПЛ специального назначения «Белгород». В состав Балтийского флота могут войти 2 МРК «Буян-М», «Град» и «Нарафаминск» и 2 МРК «Каракурт», «Козельск» и «Буря». Всего в 2022 году в состав флота могут войти 2 атомные и 2 дизель-электрические подводные лодки, 1 фрегат, 2 корвета, 6 МРК, 1 патрульный корабль и 2 тральщика. На этом все. Ставьте палец вверх и пишите в комментариях, какой корабль для вас самый ожидаемый в 2022 году.